Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за то, что делитесь своим сокровенным. Спасибо. Благодарю вас за комментарии, за подписки. Тема сегодняшнего расклада. Кто сохнет по тебе? Почему молчит? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, сейчас вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Что у нас тут? Слезки из-за каких-то ограничений. Как в клетке какой-то. Ребенка обидели. О чем это? Такие карты чудные. Это почему-то показано ваше состояние. Это как в каких-то, повторюсь, ограничениях. У кого-то это невозможность сейчас выйти за эти рамки. Невозможность, может быть, сменить место жительства. Невозможность где-то место работы сменить, да, поменять. У кого-то, может быть, развестись, разъехаться. Тут разные могут быть ограничения, рамки. Какие-то ограничения хорошо могут быть даже в материальном плане, да, хотели бы позволить себе одно, к сожалению, позволяете совершенно другое. При этом, если подряд все прочесть, знаете, сейчас вам гармонично в одиночестве, то есть самой собой. Вам хотелось бы, наверное, даже побольше побыть. Вам самой собой не скучно. Как будто бы, скорее всего, вы устали даже от социума. Может быть, от каких-то... Тут карта сплетни. Наверное, в большей степени от женских сплетней. Может быть, какой-то коллектив, да, токсичненький. Может быть, несколько таких язвочек, дамочек. Как будто вы говорите, для меня благословение высших сил — это когда я то ли сама с собой наедине, вот, допустим, если какие-то рабочие моменты, даже когда рядом нет людей, которые могут вам надоедать, или тут как будто бы вы говорите, мне с самой собой прекрасно. И если бы люди были рядом со мной, те, которые со мной на одной волне, или, ну, такие же, как я, разделяют те же, ну, не знаю, там, моральные одинаковые принципы, да, те же взгляды на жизнь, какие-то ценности, было бы классно, да, гармонично. А так как, к сожалению, вот эти какие-то тут вот звероящеры, это сплетницы, тут, скорее всего, в связи с тем, что вы как-то не можете от этого, ну, то ли отстраниться, то ли послать их в эротические дали. Тут у меня вообще первая карта, как ребенок плачет. Это история о том, что это незаслуженное где-то какие-то, может быть, замечания, колкие, провокации. Вы себя ощущаете человеком, который, может быть, настроен был в сторону там общения с этими там дамочками нормально, позитивно, пытались выстроить коммуникации как-то здоровые, а в ответ получили что-то очень неприятное. Поэтому вот такая реакция, как будто бы, повторюсь, незаслуженная. Если бы вы тут там были язвой язвенной, да, и им там какие-то антикомплименты выдавали, то тогда бы не было вот этой карты, там, где ребенка слезки. Ну и почему-то сейчас вы не можете пока, как будто бы, ну, знаете, максимально от них отдалиться, отделиться, вычеркнуть их из своей жизни. Хотя прекрасно уже понимаете, что лучше вам одной, чем с кем попало, чем с такими милыми людьми. Короче, какой-то серпентариум тут присутствует в вашем окружении. Чего? Борьба. Угу.
У кого-то прям история может быть очень интересная проигрываться. Вы видите, что за вас могут как мстить высшие силы. Вас тут незаслуженно обидели или попытались обидеть, да? Задеть, может спровоцировать на что-то. Вы тут почувствовали себя карта унижения и карта борьба. Вы говорите, ну, может быть, кто-то начал за себя бороться. Но вы говорите, слишком много энергии уходит. Ну, тут карта расхода, я не буду это читать как прям денежную карту. Это много очень энергии у меня расходуется на то, чтобы противостоять этим людям. И я не хочу всю свою жизнь там тратить на вот эти какие-то попытки там противостоять опять каким-то нападкам, непонятному настроению, вообще неадекватным каким-то личностям. Тут дальше интересно, вы просто, может, со стороны как будто бы наблюдаете и видите, что за вас, как и повторюсь, высшие силы мстят, тут бумеранги этим недоброжелателям прилетают. Кто-то на деньги может попасть, расходы, у кого-то, ну, у кого-то там финансовые, да, повторюсь, у кого-то там вплоть до того, что тоже неприятности какие-то случаются разного рода. Знаете, как это из той серии «Не рой яму другому, сам в нее попадешь». Тут вот, кстати, ваши недруги, вот эти вот звероящеры, вот эти вот сплетники могут попадать в эти же ямы. Ловушки, которые сами вам расставляют. Ну, как-то так. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Смотрим. Кто сохнет по тебе? Кто этот человек? Почему он молчит? Никак не проявляется в вашу сторону. Вы уже смотрите и думаете, да он уже скоро и засохнет, бедняга. Сохнет, сохнет и засохнет. И никак не проявится. Кто этот человек, который сохнет по вам? Почему он молчит? Почему он молчит? Кто сохнет по вам? Почему он молчит? Я возьму эротическую, с вашего позволения. Кто сохнет по вам? Почему молчит этот человек? И возьму вот эти еще. Кто сохнет по вам? Почему молчит? Никак не проявляется, не продвигается. Кто сохнет по вам? Ого, интересно. Волк в овечьей шкуре. Ой, ё-моё, какие карты. Прям мне мороз по коже. Волк в овечьей шкуре. Карта якорь, он же повешенный. Карта токсична. Зависть. Боже мой. Карта игра. Княгиня. Так, приказ, равнодушие, мстительность. Ага, интересно. Так. Ну, давайте так, исходим из того, что это мужчина, да? Так, давайте. Сохнет по вам. Этот мужчина, он, ну, тут самая первая карта — оборотень, волк в овечьей шкуре. Это может, конечно, характеристика на него, на его там какие-то моральные качества или отсутствие их полное. То есть, ну, знаете, мужчина создает впечатление там добропорядочного какого-то этого, допустим, семьянина. На самом деле, когда никто не видит, предается всяким интересным вещам и может творить такую дичь. При этом старается это все скрывать в тени, дабы не бросить тень на плетень, не подпортить репутацию. Ну, это одна интерпретация. А с другой стороны, можно еще это прочесть, девочки, так, что внешне он создает
образ успешного такого всего супер мачо, да, допустим, человека, у которого все прекрасно, все идет по плану. А на самом деле, девочки, тут проблемы, тут карта повешенной, состояние нестояния, где-то, может быть, человек переживает какие-то неудачи или в личной жизни, или ну, может, в принципе, как разочарование. И плюс карта токсичность еще. Как полоса очень непростая в его жизни какая-то. Сейчас спрошу. Это его состояние. Состояние прям как жертвы. Нет. А о чем это? Дьявол. Ага. То есть он, ну, понятно. Человек ведет какой-то образ жизни, карта гроб. Нет. Это что такое? О чем дьявол? А, марионетка. Это он манипулирует. Ой, девочки, тут даже я не буду прям говорить, что карта гроб выпала на... Я хотела сказать, он ведет тут какой-то аморальный образ жизни, тут прям трындец какой-то. Да нет, тут чуть-чуть не в этом дело, тут история вот показана о том, что он очень хотел манипулировать, дергать за ниточки, вот какой-то женщиной управлять. Он скучает по этой женщине, ну, подозреваю, это вы. Но тут карта освобождения, как птичка выпорхнула из клетки, да, тут как будто бы освобождение. Тут, видите, из кокона вылетает бабочка и улетает, а человек скучает. Скучает, я вам хочу сказать сразу. Почему? По своей власти, по желанию управлять, манипулировать, власть ощущать, да, вот я уже говорила об этом. Тут вот эти вот карты еще говорят о том, что человек вспоминает по колеснице, по колесничему, у Монария так тут наоборот, как погружаясь в прошлое. Человек вспоминает, как рядом с какой-то женщиной ему было классно, как он, может, наполнялся, как женщина сама по себе так как-то кайфовала, радовалась жизни. Может быть, рядом с этой женщиной у него, знаете, как, ну, крылья как это правильно, хотите сказать, распускались, как у павлина, да, хвост, а у него крылья, не знаю, он мог их расправить, вот, крылья эти же самые. Корона одевалась сама по себе на голову, да, что-то рядом, у меня такое ощущение, как будто бы женщина вот несла вот эту вот какую-то радость, наполнение, и он рядом с ней вот таким был, тоже наполнялся. Так, но тут вот еще карты, вот я вам хочу сказать, вперемешку. Тут дело в том, что какая-то княгиня, игра, карта, приказ, равнодушие и мстительность. И при этом погружение в прошлое. Скорее всего, девочки, он все-таки манипулировал, пытался какой-то женщиной, карта княгиня. Вполне возможно, там, можете быть вы, да. Княгиня, женщина, видите, самодостаточная уже. Княгиня, женщина, которая не будет плясать под его дудку, там, опять-таки, может проигрывать его игры, вот игра какая-то, которую он вел с ней, может быть. Пытался ее заставить по своим правилам играть, да, пытался отдавать как приказы. А женщина встретила это, ну, по факту, смотрите, как будто бы она, может быть, ну, не стала полностью, как сказать, проигрывать те сценарии, на которые он там рассчитывал. Не стала давать ему те реакции, и не дала ему те реакции, на которые он надеялся. Не стала в полной мере, может быть, вот этой марионеточкой, которую дергают за нитки, она безропотно соглашается и выполняет то, что хочет хозяин, да, или идет на, опять-таки, на эти же какие-то там, ну, по правилам, по его, как будто бы все выполняют. Тут нет. Тут, скорее всего, женщина, карта мне равнодушие, может быть, как-то спокойно отреагировала, отстранилась. А у этого мужчины, у него тут карта мстительность. Он как затаил обиду. Ну, обиду, желание отомстить. Тут такое может быть. Потому что все пошло, повторюсь, не по его сценарию. Человека переполняет вот тут карта, это яд, токсичность. Вот в нем это как будто сидит, это
Ну, уж не знаю. И, соответственно, и проявления в его жизни сейчас могут быть. Он может так проявляться, знаете, очень токсичненько в отношении других людей. Не обязательно этой женщины. Если эта женщина вот там испарилась, улетела, ушла из его жизни, временно нет, то он может какое-то вот неудовольствие, неудовлетворение этой ситуации может вымещать даже на других. Тут такое. Подпишись на канал и поставь лайк. Так. Я спрашиваю, это ты ядовитый? Карта змея. Да, ну тут... Ну вот. Человеку не хватает, извините, хотела сказать как-то это ласково и нежно, ну, сексуальной какой-то, ну, удовлетворения сексуального, да, радости, может быть, флирта, искушений, соблазна. Вот ему вот этого хотелось бы, ему этого не хватает. Так, чем тут зависть? Это тебе кто-то завидует? Доступность. Это ты кому-то завидуешь? Смотрите, как интересно. Тут такая картинка. Повторюсь, он внешне создает образ успешного успеха. Вообще, что у него все замечательно. И вполне возможно, со стороны там окружения какого-то, да, он прям идет, ему как в спину смотрят, ему могут завидовать. Ну, не знаю, чему там завидуют, ну, тому, что у него есть. Но при всем при этом он скрывает, что на самом деле за вот этим же, повторюсь, успешным успехом, с вот этой какой-то оболочкой, вот видят его таким подарочком, а тут из этого подарочка выскакивает злобный клоун. То есть на самом деле он завидует чему-то, тому, что, может быть, есть у этих же людей, которые ему в свою очередь завидуют. Ну, тут так, девочки. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы как-то там посмотреть, не оглянулся ли я. Ну, в общем, вы поняли. Ну, маску тут одел, тут его так даже сразу не поймешь. Что с ним не так, вот не поймешь. На самом деле есть неудовлетворение глубокое, прям сильное неудовлетворение тем, что происходит в его жизни. Может, взаимодействием с какой-то женщиной. Вот как взаимодействие это было, а все прошло, осадочек остался. И осадочек такой неприятный. Он не чувствует себя победителем, он не чувствует себя на коне. Ему кажется, женщина это равнодушна к нему, или она специально его этим как равнодушием окатывает. А раньше ему было с ней так здорово. Заигрался. Он тут заигрался в какие-то игры. Не знаете, как бывает, когда сам себе навредишь. Манипулятор переманипулировал. Такое тоже бывает. Так, токсично. Даже на какую карту положить. Волк. Волк в овечьей шкуре положу. Вот так. Почему молчит этот товарищ, да? Ну, сохнет он по вам, вот этот. Почему он молчит? О. О, бог ты мой, девочки. Ой, мне прям аж руки хотелось так отнять. Карта беса, смотрите, какая страшная. И рядом карта страсть, темперамент. Девочки, вот его съедает. Вот хотелось бы, если не было с вами интима, бесится. Хотелось бы, чтобы был этот интим. Если было, то продолжение. Может быть, даже если карта бесы. И рядом, вы смотрите, карта всадник. Бог ты мой, шабаш. То хотел бы форматы, смотрите, приехал, получил то, что хотел, а дальше опять-таки какой-то такой интересный, тут я не вижу серьезных форматов, я не вижу тут желания там прям переводить это на какой-то уровень непонятный, какой-то там серьезный. Тут карта мечта. О, это у человека мечта вас контролировать. Смотрите, карта контроль в ладонях мужских, фигурка,
как зарешетчатое окно, зарешетчатое, ну, в общем, вы поняли. Да, и карта вампир. И ой, девочки, тут прям картина маслом, смотрите. Он хотел бы приходить, вот когда я хочу, пришел. Когда пришел, тогда и вовремя. Получил, что хочу, контроль. Я контролирую эту женщину. Ну, тут архетип любовницы. Вот я хотел бы, вот, допустим, она такая красотка, она меня всегда ждет, да, в чулочках в этих ажурных, тут на шпилечке, туфельки, да, шпилечка, тут прическа роскошная, какое-то белье тоже красивое. Она вот вся вот 24/7 в ожидании меня. И я контролирую ее. Может быть, даже материально. Тут вышла карта, этот телец. Можно это прочесть, конечно, кто-то и готов даже спонсировать вот это вот все. То есть, ну, какие-то подарки дарить там. Как-то так. Ну, это как вариант. А кто-то, в принципе, хотел стабильность, это все-таки телец. Это тоже можно прочитать, как это стабильность, да, земля, стабильность. Как будто бы вот такой формат меня стабильно устроит. Я хотел бы вот этого вот. Ну, опять-таки, девочки, смотрите, почему-то человек молчит. Потому что он все ждет, когда наступит вот тот самый период, карта тут, переход на новый уровень, когда в его жизни изменится. Что? Изменится, тут карта утрата, видите, тут девушка, над ней сверху силуэт мужчины, а тут еще какой-то мужчина, это как призрак, его нету, ну, в плане физическом плане он где-то есть, но рядом с этой женщиной его нет, это как призрак, это как фантом его, вцепился ей в шею, а она тут его еще поддерживает рукой. Хотя у нее может быть уже и другой там ухажер, и мужчина другой, но вот связь какая-то с этим прежним мужчиной не разрывается. И обои как будто бы не в силах друг друга отпустить. Так вот, этот человек, вот, за которого мы говорим, этот волк в овечьей шкуре, наш замечательный мужчина, он все ждет, пока будет переход на новый уровень, пока изменится вот эта боль, какая-то утрата или воспоминания о вас, когда сотрутся, когда уйдет это. В том числе уйдет желание обладать вами в плане физическом, да, в плане сексуальном. Вот эта страсть, темперамент в отношении вас. Какие-то могут быть у человека тут накрывать, уж не знаю, там, сновидения. Какие-то сны такие с подтекстом, вы поняли, эротическим. Тут это все сюда. Опять-таки, где-то может увидеть какую-то девочку внешне чем-то похожую. Вроде не думает о вас, а тут опять накрыло. При этом карта беса. Это как его грызет изнутри. Видите, какие зубища. Это как его постоянно что-то вот провоцирует тут. И при этом он же это все внутри у него варится. И при этом он реально не готов ничего серьезного предлагать, кроме как интимного. Вплоть до того, что человек хотел бы через даже интим. Тут карта шабаш, знаете, всадник, шабаш. Я так вижу, что даже он и не против, если помимо вас кто-то еще будет у него. Ну, вы понимаете, да? То есть это во все тяжкие, тут может быть с вами во все тяжкие, а может быть еще человек себе, ну, как не запрещает где-то на стороне еще увлекаться кем-то. Потому что карта, вот часто так эта карта всадник, это, видите, прискакал он, тут страсть, да, конечно, сексуальное влечение яркое, да, все, но и все, и назад точно так же ускакал. При этом, повторюсь, мечта вас контролировать, как вампир пользоваться, подпитываться. Вы должны всегда его ждать в кружевах, в шелках 24/7. Последнюю карту уточню. Это твое желание как-то, ну, все-таки золотой телец, это, знаете, может быть, готов за эту страсть неземную, за возможность с вами иметь яркие, интимные какие-то, как это сказать, отношения, да, готов тут прям подарки вам дарить, да, да, ну, мутно все, луна, да, такое, не особо, честно говоря, нет, вряд ли.
Луна это, кстати, перевернулась у меня прям вот такие подарки. Вы ожидаете одно, там уже не знаю, кольцо с бриллиантом, а тут такой злобный клоун выскакивает и вам дарят, уже не знаю, ну не знаю, даже не хочу. Знаете, как для маленьких девочек эти пластиковые колечки такие красивые есть, там с цветочками, с ромашками. Ну, если вы знаете, я просто люблю для детей что-то такое смотреть. Ну, я утрирую, я прикалываюсь. Ну, там элементарно одну ромашку вам готов подарить. Ладно, так. То есть это дело не в подарках, это не в желании вас как-то там одаривать, боготворить и материально вкладываться. Я правильно понимаю? Это скорее не об этом. Карта род, семья. У кого-то, если семья, он говорит, мне деньги нужны туда. Туда. Урожай. Так о чем? Я не понимаю. Объясни тогда вот карта Золотой Телец. Это о чем? В отношении девочки, которая смотрит расклад. Карта княгиня. Что? То смотрите как. Это то, о чем я говорила. Вот в мечтах его, это мечта, да, его такая. В мечтах даже за вот это вот, уж не знаю как, за эту привилегию быть с ним, по идее, вы должны еще как-то проявить инициативу и как будто бороться еще с какой-то то ли женщиной, то ли доказывать ему, насколько вы, ну, знаете, его цените. Вот тут такое что-то, тут прям как вторая еще женщина прослеживается. Если он не свободен, то вполне возможно он тут еще, как бы хотелось бы ему в идеале, вы еще тут его еще и ревновали, и боялись потерять. Вот тут такое, девочки. Ну, извините, ну что пришел, то пришел. Ну, что я вам скажу. Мечтать не вредно. У мужчины что-то тут. Понятно, что он не проявляется, потому что реально он тут ждет, что его попустит, отпустит, и он перестанет о вас думать. Вот эти страсти, которые в нем бурлят, они его, ну, знаете, как станут слабее. Да, может быть, клин клином попытается выбить. Ну, не знаю. Ну, потому что, скорее всего, он тоже прекрасно понимает, что он может вам предложить. То, что он предложит, тут, скорее всего, пошлете вы его в эротические дали или... Хотя, дело ваше, ну... Первое, ждет, все попустит. Страсть какая-то спадет. Желание может вас контролировать. Так, основное. Почему ты сидишь тихонько и не проявляешься или не сидишь? Душевные муки. У тебя душевные муки? Смотрите, почему? Потому что у него душевные муки. По поводу чего? Потому что того, что все происходит не так, как он запланировал. Карта Солнца, это эгоизм. Это где-то как большой ребенок. Я хочу вот эту игрушку, да, и я ее получу. Это может в отношении вас тоже так как-то проигрываться. Человек хотел как-то заполучить вас, но на тех условиях, на тех, ну, вот как-то игру он какую-то вел, он хотел вас так заполучить. Вот он себе придумал, вот так вот, да. А так не получается. У вас, видать, свои тоже какие-то условия, требования, запросы, элементарные потребности. А об этом как бы он тут умалчивает. Ну и тут у него душевные муки, потому что, ну, как я топну ножкой и все, и она сделает все, как я хочу. Нет, так не получится. И тут дилемма. Дальше он не знает, что творить. Вот и сидит. По-вашему не хочет и не пытается, скорее всего. А все вот ждет вот этого перехода на новый уровень. Все, может, хорошо, что он там где-то в кустах сидит и ждет. Пусть там дальше и сидит. Ладно, вы у меня умные, сами разберетесь. Все, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.